Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие. Таро расклад. Знаки судьбы. События до конца апреля. Как меняется ваша реальность? Давайте узнаем через подсказки карт, что скоро случится или скоро произойдет. Что скоро будет меняться, возможно, или в какой сфере жизни, с чем это связано, возможно, неожиданные события. Словом, куда вас заведет судьба, подсказки, знаки судьбы. И что вам важно знать, или что нужно услышать прямо сейчас. Давайте узнаем через карты. У нас сегодня колода карт добра. Очень красивые карты, которые прорисовал великолепный психолог и таролог с большим стажем Колет Барон Рид. Давайте рассмотрим. Первая карта. Что скоро будет? Что вы, возможно, вычеркнули из своей жизни, а оно вернется. Так будет называться первая карта. В целом события до конца апреля. С чем это может быть связано? В чем вы поставили точку или думали так, а оказалась запятая или многоточие? Какая правда откроется или что для вас прояснится до конца апреля? И знаки судьбы, что вам хотят передать высшие силы. Знаки судьбы, куда вас заведет судьба. Знаки судьбы, к чему все идет. Итак, что же вы там уже завершили, а оно к вам возвращается? К вам возвращаются ваши планы. К вам возвращается то намерение, цель, которую вы ставили когда-то, но, видимо, по каким-то причинам вы либо не могли это осуществить, либо вы могли на что-то согласиться. А вот теперь вы выбираете себя. По сути, неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Мы смотрим карту не по полу, а мы рассматриваем ее энергию. Королева огня – это самодостаточный человек. Тот, который прошел очень сложный путь. Может быть, из предательства, из разочарований, из каких-то ограничений, из того, когда тысячи было невозможностей. Но сильная позиция именно за счет того, что научилась преодолевать королева огня всевозможные трудности. Я, конечно, не исключаю, что это может быть связано с возвращением конкретного человека. Но, тем не менее, мы смотрим энергетику этой карты. И поэтому я больше трактую, что не поставить себя на второе место. И это не значит, что мы кому-то что-то доказываем. Королева огня, ее отличает то, что она умеет хранить молчание. Она умеет никому ничего не рассказывать. Она именно какой-то свой огонь, как в душе, в сердце, умеет сохранить или свое намерение. И теперь она понимает, да, есть две вещи, которые мы не можем изменить. Обстоятельства нашей жизни – раз, и людское мнение – это два. Но это не значит, что мы должны, словно марионетки, но вот между первым и вторым постоянно балансировать. Это значит, что мы должны, учитывая это, что-то создать свое или самореализоваться. Поэтому вот эта сильная позиция перед вами открывает совершенно уже, знаете, как у вас другие приоритеты. Вот у вас меняются приоритеты, причем это возвращается. Вы уже об этом думали. Это не есть что-то новое. Нет, это хорошо забытое старое. И это может быть как еще и дружба, и вопросы сотрудничества. Я не исключаю, это страстная карта где-то, и это может быть со стороны мужчин, опять же, ваше желание быть с конкретной женщиной, которая в подобных энергиях, и это самодостаточная женщина, и она, ну, не будет прогибаться под ваши желания, мои дорогие мужчины, даже как бы неприятно это было слышать, потому что самореализация для нее все равно останется на первом месте. Невозможно из королевы огня сделать такую домашнюю кошечку. Это будет та кошка дикая, которая гуляет сама по себе. Поэтому, если эта женщина важна, значит, вам придется уважать ее принципы. Может быть, много сказала, но тем не менее, кому-то это важно услышать, чтобы прочувствовать. Мои дорогие девочки, все то, что я сказала, это в отношении вас. Это вы себя, ну, никак не можете поставить на второе место. Может быть, ваш адрес, кстати, больше проявляет лица противоположного пола внимание. Вы словно приковываете их взгляд, обладаете магнетизмом. С вами хочется дружить, с вами хочется взаимодействовать. Может быть, ваш какой-то оптимизм или ваш характер, может быть, ваше творчество. Но есть что-то в вас,
что вас именно наделяет таким магнетизмом. Но надо быть разборчивым в связях. Есть такой момент. Почему? Опять же, самодостаточность на первом месте. Интересно. В чем вы думали, поставили точку? А оказалось запятая. Тут действительно, знаете, у кого-то банально проиграется, что вы думали, к примеру. Я как вариант приведу. Вы имеете профессию, вы имеете работу, диплом и так далее, но вы дополнительно имеете какой-то вторичный заработок, или вы пытались реализовать себя в каком-то проекте, как вторичный. И вот дело шло ни шатка, ни валка, где-то именно то, что вторичное, оно проигрывало и приносило, может быть, доход что-то, на что вы прежде рассчитывали, или то, что вам казалось стабильным. У кого-то это проиграется, когда личная жизнь была на первом месте, а вот теперь будет возвращаться какой-то второй вариант. Может быть, это второй вариант по заработкам, хотя у кого-то это может быть наоборот. Ведь мы можем столкнуться, вот эти две карты, что пробуксовывают некоторые вопросы в плане финансов. Это те финансы, которые приходят к нам заработанные, и нас может поддержать какой-то человек. Сама по себе карта, которая ознаменует десятка земли, благополучие во всех сферах. Это, по сути дела, какой-то баланс. Баланс, тем не менее, изобилие или возможность заработать деньги каким-то определенным трудом к вам возвращается. И есть еще такое значение – знание. Поэтому то, что вы хотели, может быть, прежде развивать, изучать, но по каким-то причинам вы отодвинули на второй план. Здесь вы тоже можете прийти к выводу, а вот нет, и я теперь буду уделять этому проекту внимание. Я хочу достать еще по одной карте, потому что, ну, на мой взгляд, достаточно однобоко, как-то так нам рассказали. Ну и правда, любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Давайте будем реалистами. И, может быть, один-двое услышат то, что для вас важно, а другие будут думать, это вообще на о чем. Но это значит, что вы где-то с другими планами, намерениями. Вот все то, что я сказала по королеве огня, у вас еще и выпадает королева воздуха. Итак, что вы вычеркнули из своей жизни, тут действительно какой-то, знаете, как миссия. Ведь прообраз королевы воздуха – это прообраз Юдифи. Я уже эту историю не рассказываю, библейскую, поэтому кому интересно, я думаю, вы найдете в интернет, найдете информацию. Но это действительно от начала до конца надежда на самого себя и молчание. По королеве воздуха идет интеллект. Вообще-то это ваша карта. Ваша карта в плане воздушной энергии по знаку зодиака. Но это еще и может говорить о сильной самооценке, мудрых решениях и о адаптации, и об организации жизни как-то по-другому. Вы тут какой-то шаблон ломаете, мои дорогие, о себе. Может быть, вы меняете имидж. Пусть не все, но вот, к примеру, что касается прекрасной половины человечества, это точно. А вот по вестнику огня планов громадье, будем говорить, десятка земли. Тут вы вообще очень ресурсный человек. А по вестнику огня, вот посмотрите, венок из свечей. То есть это столько планов в голове. И все интересно. И нам задумалась, такой задумчивой показана девушка. Она думает, как же это мне мои планы переложить на вот эту реальность нашей жизни. Абсолютно твердое намерение что-то реализовать в своей жизни. Или не согласиться, не соскользнуть на какие-то уговоры, мои дорогие. Вот это будет иметь значение. Это какое-то новое приключение. Может быть, вам хочется какого-то драйва. И вот, кстати, вы на что-то можете согласиться. Вы можете отправиться туда, куда прежде не собирались, причем спонтанно. Это, знаете, как энергичность. Но есть такой момент, помимо творчества, что тоже проходит, или много планов, есть еще и такое, знаете, своеволие. Вот такое значение, когда я хочу сделать что-то по-своему. Поэтому действительно, все новое, хорошо забытое старое. Поэтому тот проект, то дело, та тема, которую вы когда-то отказались или себе сказали, нет, вот сейчас не время, скорее всего, вспыхивает с новой силой, с новым интересом. Что же прояснится или что откроется, какая правда? Ведь правда, по тузу земли вы можете получить документы. Кто-то получает деньги, может быть, получаете деньги. И деньги – это у нас один из способов взаимодействия с миром.
Может быть, та сумма, которую вы заработали, или какой-то большой гонорар. Я такое допускаю, что у кого-то будет именно гонорар. То есть одним каким-то платежом получения денег достаточно такой, ну, значимой суммы, которую вам нужно очень правильно распределить. И по тузу земли ведь это как зерно, которое мы садим в землю, и должны будем в последующем, ухаживая, понятно, получить хороший урожай. Поэтому, если инвестиции, то только в самого себя. Какая-то продуманная трата, вам говорят об этом, для того, чтобы, опять же, реализовать свой план и свою мечту. Не поставить себя на второе место. Вот интересный период второй половины апреля. Вот подобная энергия у вас не единственный знак зодиака, когда самореализация – это тема номер раз. И вполне вероятно, по тузу Земли это само по себе, как знаете, новое качество жизни. И вы можете видеть, может быть, ситуация прояснится, может быть, это будет связано с тем, что как вы какие-то гештальты закрываете, да, и теперь вообще вот ни одной карты из этих, которые нам говорят о том, что что-то вас тянет назад. Поэтому тут, с одной стороны, вы можете даже начать какой-то новый проект или то, что вы прежде на что-то не хватило решимости, а здесь хватит. Здесь может даже проиграться такая ситуация, как спонтанное какое-то предложение или ваше решение. И вы знаете, от этого нельзя отказаться. Вот нужно что-то пробовать, идти вперед. Вот я вижу именно так. Давайте посмотрим знаки судьбы. Пятерка воды. Ну, наверное, нам говорят, да, если мы спрашивали, что хотят передать высшие силы, то выплакать свое горе, так и называется эта карта. Выплакать имеется в виду, может быть, как вот те эмоции, которые мы не гасим в себе, не пытаемся утрамбовать или словно закопать куда-то так поглубже, чтобы никто не знал. Нет, вам нужна какая-то разрядка, мои дорогие весы. Однозначно, когда выпадает эта карта. А когда мы позволяем себе выплакать горе, ну или как признать собственные ошибки, признать какое-то разочарование, когда мы не на глубину, а наоборот выносим это на поверхность, то тогда нахлынувший поток, пусть даже из каких-то разочарований, он как нахлынул, так и унес за собой вот эти все негативные мысли, вот это горе. Или те какие-то минусы, проигрыши, они просто вот как волна морская, приливы и отливы. И это уходит из вашей жизни, правда? Обратите внимание, вторая половина апреля. И у нас в апреле, уже после 13 числа, ваша планета-управитель Венера, она будет в прямом движении. И вам будет уже легче где-то поставить все точки над «и». То, что касается каких-то прежних ситуаций. Или на что-то решиться, мои дорогие. Какая-то напряженность или какой-то конфликт. Сложная обстановка. Она тоже вас постепенно как освобождает от самой себя, и вам будет тем самым легче, ну, где-то исправиться с самим собой или с эмоциями. И как знак судьбы отпусти эти эмоции. Все то, что случилось, это произошло. Это не стоит твоих разочарований. И насколько малы твои печали, настолько велик твой будет успех. Самое главное – оставить прошлое в прошлом. Знаки судьбы. Но не со всеми вы тут можете договориться, не со всеми или не все будут готовы с вами соглашаться. По семерке воздуха тут самое главное себе самому не навредить. Семерка воздуха – это у нас еще одновременно и семерка мечей. Иногда ее называют карта вора, поэтому будьте предельно внимательны к деньгам. Где-то я уже об этом сказала, что деньги они будут. Но тут вопрос правильного распределения. И я говорила, инвестиции то только в самого себя или саму себя, но отнюдь не на приобретение какие-то. Видимо, этот период для вас может открыть новые возможности, те, которые вы еще пока, возможно, до конца апреля даже не видите. Поэтому не сделать себе какого-то финансового пролапса, вот это точно. И карта нам, семерка воздуха в этой колоде, говорит, независимость первая. И деньги, если мы сказали, один из способов взаимодействия с миром, то при наличии денег мы тоже себя чувствуем достаточно независимыми и жить по своим правилам. В этой карте не удовлетворять чужие ожидания.
Безусловно, дипломатия нам будет помогать, потому что с нами не должны соглашаться, а мы никого не должны воспитывать. Не согласен человек, ну и ладно, от этого земля вспять не повернется, слава богу. И поэтому мы продолжим наш путь. Но не посеять вокруг себя каких-то недоброжелателей. Все-таки дипломатия, согласитесь, вам помогает, нам всем помогает. Но вы как короли дипломатии, поэтому вы сумеете обойти острые углы. И, наверное, для вас не столько может быть проблематичным, как обойти эти острые углы, как не соскользнуть на какое-то соглашательство, а поставить себя на первое место. Такой знак судьбы. Так вот, к чему все идет знак судьбы? Но это совершенно необходимо. У вас выпадает аркан сила. И, кстати, сила – это как у мага, у вас все 4 стихии в руках. Да, дипломатия. Лев подчиняется прекрасной деве, потому что не чувствует агрессии. И вот для вас, мои дорогие весы, открыты все дороги. Но вот эта дипломатия дозированная, да, именно в тех случаях, когда она, ну, нужна не создать для себя каких-то сложностей на будущее, но и не соскользнуть в то, что ожидание, что так будет всегда. Вам дается какой-то, я так вижу, вторая половина апреля для вас очень продуктивным может быть периодом на важные решения, на получение каких-то документов, на получение денег, на что-то как основополагающее решение в вашей жизни, и это должно быть сразу продолжено или переложено в какой-то тезис-план, в разработанные последующие действия. То есть есть какая-то конкретика, но ни разу, опять же, не про эмоции. От вас, как пространство, Вселенная ждет определенных действий. И может быть вполне вероятно, по этому аркану вам потребуется стойкость, мужество и где-то вот эта сила в преодолении препятствий. Нам ведь не говорят карты, что, тем более старший аркан, каждый из вас столкнется с чем-то со своим. Давайте я достану, вот нам не говорят, что будет конкретно продолжаться или к чему все идет. Но вот эту силу, ее зачем-то нужно применить именно теперь, до конца апреля, с чем-то определиться. И я, как сказала, тезис может быть план, и первые шаги в каком-то направлении сделать. Карта совет, чего это может касаться. Вот действительно, у вас здесь будет искушение. Либо соскользнуть на какие-то уговоры, или вам захочется расслабиться, вам захочется пожалеть себя по 5 воды, или вы можете бездействовать, потому что ведь это надо двигаться, это надо себя заставлять, и кто-то не захочет себя составлять. Может быть, вы можете соскользнуть на какую-то историю даже личной жизни, которая вызывает на данный период времени приятные эмоции. И нам тогда говорят, а ты продумай, что для тебя, какое будет продолжение. Можешь ли ты основываться только на эмоциях? Или, может быть, на самом деле увидеть, что это какая-то игра. Потому что по 15-му аркану всегда проходит игра. Не выходи за пределы допустимого, иначе игра переходит в опасность. Не будь слишком привязан где-то к материальному миру. Мы с этого начали. Есть какая-то либо духовная цель, либо ваше намерение или желание, которое вы уже отодвигали на второй план. И вот самое время. Кто знает, нам возможности, вот у вас возможности, они есть до конца апреля. А если мы думаем, что ну и завтра будет, и через месяц, и через год, а так не бывает. Нам даются возможности именно в очень коротком каком-то временном промежутке. И если мы опаздываем, не вписываемся в этот промежуток, потом все равно ход истории или колеса истории продолжит разворачиваться. А колесо – это всегда цикличность. Сначала оно идет вверх, а потом оно идет вниз. И поэтому ты упустил время, а потом как будто пеняй на себя. Или ты включился в какую-то игру, но ты что-то не просчитал. Ты себя поставил на второй план, а потом тебе придется еще какую-то работу над ошибками совершить, прежде чем ты наберешь вот эту силу. И вот вы сейчас, вы словно на вершине вот этого колеса истории, колеса фортуны, колеса судьбы. И для вас будет очень важно не согласиться, чтобы вами кто-то манипулировал, или самому не включиться в какую-то игру. Ведь в первую очередь ведь это карта зависимости, зависимых отношений. А вот выйти из какой-то зависимости, или пусть это даже касается какой-то любовной истории, но значит
вам что-то нужно оценить очень здраво, хладнокровно, вот как эта королева воздуха, и надеяться на самого себя. Но перед вами открываются совершенно другие горизонты, мои дорогие весы, и совершенно иное качество жизни. На кону ваша сила, и какое-то продолжение следует. Мне не очень понятно, опять же, дайте я еще достану одну карту как совет. Вы знаете, вот если любовь, то какая-то искренняя. Если и самореализация, то действительно надеяться на самого себя. Все же, хоть это и карта любви, двойка кубков, но это еще и сотрудничество. Кстати, в этой колоде гармоничное партнерство. Поэтому не принять за гармоничное партнерство чьи-то пустые ожидания, а для кого-то конкретно вам нужно перейти на новый статус или словно на новую ступень иерархии, для того, чтобы встретить своего человека. Может быть, не довольствоваться тем, что вас уже сейчас не устраивает, а больше ваших, даже если мы рассматриваем сферу взаимоотношений, больше вы получаете какого-то либо негатива, либо разочарований, но каждый раз себя уговариваете. Вам не нужно на что-то себя уговаривать. Вам, мои дорогие весы, нужно просто продолжить свой путь. Вы уже когда-то что-то подобное испытали. Вот об этом нам говорят все карты. Выбери себя до конца апреля, и жизнь твоя, она будет меняться к лучшему. Перекладывайте на себя, мои дорогие. И, кстати, может быть, взамен вот этим отношениям, которые словно качелеобразные, да, или какие-то пустые обещания, у вас как раз и сложится вот это гармоничное партнерство. Но это еще и будет при сохранении вашей ресурсности. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.